Кто там напарил? Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье. Это видео пишу в субботу, выйдет в понедельник. И по логике вещей нужно было бы снимать тайгу. Потому что снимать там есть, что это и нержавеющее, это и титановое. Ну, с камешками опять же показать, ну, сами понимаете. Тем более, что с этой недели все начинается. Но тогда получается, что с Сейлором отложили бы в долгий ящик и осталось бы недоделанное дело. Терпеть ненавижу недоделанных дел. Для меня это как обещание, как долг. Если ты пообещал, то это становится долгом. А быть кому-то должным, для меня это как серпом по гениталиям. Поэтому сегодня будет, ребята, Сейлор, а тайга подождет. Потом. Ну, возможно, так даже еще и к лучшему, потому что мы сейчас еще на новый Сейлор со всех сторон посмотрим. И потом, если вы все-таки дадите свое одобрямс на комплексное сравнение всех регулируемых станков, которые у меня есть сейчас в доступе, их не так уж и много. Это вот сейчас вот, спасибо Дмитричу, 2 Сейлора, потом, ну, это, конечно, тайга, потом Rex Ambassador, потом Merkur Fusion, не оригинальный, китайский. Ну, еще Merkur Progress, наверное. Да, пожалуй, что и все. А что у меня еще есть? Гипс еще есть. Да, как я гипс там мог забыть. Ну, вот так бы сразу раз, и вот по всем параметрам посмотрели. Так что вы на крупный план. Трогайте, щупайте, смотрите, прикидывайте, думайте, впитывайте информацию для размышления. Я начинаю, вы догоняете. Ну, конечно, требуется время, чтобы вот от такого образца заводского, который только-только пришел с завода, это мы сейчас начинаем получать новую партию, прийти к такому. Понятно, что быстро это не получится, но все равно я не оправдываю нашу задержку, то, что мы вас так долго кормили обещаниями. Но, тем не менее, для того, чтобы вот это превратить вот это, нужно время. И не одну бритву, а сотни. Так, ну, не о том сегодня речь. Давайте я вам покажу, что бы я хотел сегодня показать вам в сегодняшнем видео. Перед вами предметы, которые напрямую или косвенно будут участвовать сегодня в обзоре. И, ну, как водится, начинаем с бритв. Вот он, старичок с прошлого обзора, Rocknell Сейлор. По прошлому обзору могу еще раз подтвердить, что да, бритва мне понравилась, да, интересно, но все-таки то, что не показал вам на прошлом обзоре, хотел бы показать сейчас. Это по поводу того, что вот смотрите, как крышка сейчас стоит, и у нас регулировка сама по себе. Так, где у нас тут точка? Вот она. Видите, стоит на тройку. Это в завершающем виде. А теперь смотрите, что мы делаем. Мы просто переворачиваем крышку. Так, поджимаем эти. Вытаскиваем застрявшие перчатки и... Опа! Вот теперь у нас стоит на эжект, как и должно было быть. Вот о чем я говорил, но не показал. По поводу люфтов тоже хотел с вами проверить на камеру. Но... Так, а как мы это сделаем? Давайте, знаете, как мы это сделаем? Вот смотрите, сейчас стоит на эжект. Давайте мы сделаем один полный оборот. Здесь очень большой шаг резьбы стоит, поэтому один проворот чуть-чуть больше, он пум, сразу же начинает вылетать. Все. Видите, сейчас я еще раз маленько поверну, и он уже будет стремиться выскочить. Поэтому вот на этой максималке предлагаю проверить. Вот смотрите, то, что вот ходит, оно ходит только вот за счет вот этого вот узла элемента. И все. Но если смотреть вот так вот визуально сверху, не знаю, видно ли вам на глаз, но вот так вот по самочуйке я могу сказать, что это где-то десятка-полторы, не более того. И то, если вы будете прилагать поперечные усилия. Без оных, ну, да я не думаю, чтобы он ходил. В любом случае, в бритье это мне вообще никак не мешало.
Да, несомненно, это есть, и да, несомненно, мне это не мешало. А вот то, что за крупный план сейчас, пока мы здесь, хотел бы еще одну вещь проверить, так это такое, знаете, легкое утверждение Петровича, который сказал, что прогресс это, в смысле рокнул, это прогресс на максималках только в 10 раз дороже. И вот тут меня торкнуло, и я решил посмотреть, а как так-то? И оказывается, не так уж он далек от истины. Смотрите, если вот быть внимательным и обратить внимание вот на эти узлы, вот этот элемент, опять же вот эти вот скобы, ну, все-таки определенное сходство, конечно же, уловить можно. Да, да. Тут бы я, наверное, с Петровичем спорить бы не стал. Но в любом случае, благодаря тому, что Петрович и некоторые другие ребята написали очень интересные комментарии на эту тему, я озадачился, кое-что сделал. И в этом видео я не стал бы об этом говорить. Но если вдруг вам будет интересно комплексное сравнение всех регулируемых брит, всех без исключения, начиная от тайги, заканчивая Меркуром Прогрессом, который есть у меня сейчас в наличии, скажите, напишите в комментариях под видео. Я думаю, что на следующей неделе, наверное, вряд ли это получится, вернее, на этой вот. Но вот на той неделе, да, это бы вполне себе можно было сделать. А теперь возвращаемся к Рокнеллу, помолодевшему, свеженькому, вкусненькому образца 19-20 года. Вот она, красотулина. Та самая красотулина, которая начала выходить с конца 19 года, начала 20-го, и которой еще и 1,5 лет-то от роду нет. Это Рокнелл Сейлор турецкого производства. Ну, характерные черты он свои, конечно же, не утратил. Вы это видите явственно. Та же самая нержавеющая сталь 316R. L, прошу прощения. Но все-таки некоторые изменения в этой бритве, конечно же, очевидно присутствуют. Мастер постарался некоторые огрехи с прошлой серии, со старой бритвы убрать, но не все. Скажу сразу, все ему не удалось убрать. Так, что же случилось с этой бритвой? Во-первых, она, конечно, раздобрела, располнела. Она теперь весит уже 144 грамма, на 12 грамм больше, чем старший брат. Ну и в росте она, конечно же, тоже выросла. То есть общая длина у нее теперь уже составляет 95 миллиметров. Растолстела и голова. Теперь она увеличилась аж до 12,5 миллиметров. Но зато выросла и ручка. Длина ручки у нас теперь, сколько там я намерил-то? 82,5 мм. Диаметр ручки не изменился. Как был 14 мм, так и остался. Ну, с натяжкой 14, потому что здесь вот в этом месте он самый тонкий, здесь где-то порядка 13,5, что-то типа этого. Самый толстенький он здесь вот по накатке, и то на 14 не вытягивает. Получается где-то 13,85, 13,9. Но кто это будет считать? Накатка изменилась. Вот от этой накатки, ребята, я не только в восторге, но и под впечатлением. Почему же? От наглости мастера. Потому что я больше чем уверен, вот эта накатка специальной обработки, как то полировка и прочее, не подвергалась совсем. Потому что здесь чувствуется та цепкость, которая при полировке улетелась бы нафиг. Здесь та самая цепкость, которая остается на бритве, ну, сразу после производства. Сейчас где? Иди сюда. Вот здесь вот сейчас та цепкость, которая на полированной, уже начинает пропадать. Почему? Мы сглаживаем пирамидки во время обработки. Так вот, здесь мастер старался сделать это или вообще ноль, или по минимуму, потому что здесь эта цепкость остается. Вот это меня и законтрапупило, вот это меня удивило, порадовало, я, честно сказать, прямо под впечатлением. Потому что да, почему нет, это вариант. Ну, конечно, все заусенки, всякая белиберда, которая могла бы нанести человеку дискомфорт и увечья, там, кровищу, вспоротые брюхо, там, кишки, все это поубирали. Но вот та цепкость, которая здесь есть, нравится. Нравится, и, несомненно, она сделана фрезой. Понравилось. Плюс ко всему, здесь еще появился маленький вот такой то ли прыщик, то ли аппендицит, то ли еще что-то. Ну, короче, шпинек металлического происхождения и вот такого кругленького вида. Косвенно, где-то я что-то слышал, что вроде как, благодаря вот этой вот маленькой фитюльке, бритва получила возможность, чтобы ее разобрали. Как? Ребята, я не знаю.
специальных видео на эту тему или какой-то информации я не нашел. В инструкции ничего сказано не было, потому что инструкции не было. Где-то как-то, знаете, в открытом доступе я этого тоже не увидел, поэтому я даже пытаться не стал, потому что бритва не моя, жить хочется, и Дмитрича расстраивать не хочется. Поэтому даже и не в курсе. Если вы знаете, что вот как-то это разбирается, напишите в комментариях или дайте ссылку, я всем людям покажу. Дальше изменения, на мой взгляд, ну не очень хорошие, потому что у нас вот этот вот Поппинс, тут целых два не очень хороших, которые я увидел. У нас вот этот вот Поппинс, который вот здесь вот, он, посмотрите, если в более зрелом возрасте, но он был человеческий, здесь просто берешь и крутишь, то здесь уже, ой, блин, стоять, Маруська, вот так вот. Перчатку защелкнул, то здесь уже голимая полировка. Да, несомненно, это красиво. Я больше скажу, это просто обалденно. Но мокрыми руками крутить, ну то еще удовольствие, я думаю. Но это забегая вперед. Давайте все-таки вначале попробуем, а потом уже будем суждение выносить, потому что у меня пока только подозрение. А вот что нифига не подозрение, а уже свершившийся факт, так вот это вот, блин, маркировка. А плюс, А вот с таким стояком, ну вот тут вот видите, вот черточка вот такая, здесь опять стояк, опять М1А и М плюс, опять стояк, и, короче, стояками вся бритва усыпана. Ребята, все сложно, непонятно, что за фигня такая. Ну, ладно, чисто теоретически я могу догадаться, что М это медиум, да, то есть вот медиум плюс. Потом медиум А, это что, это как? Это вот медиум перемешанный с агрессивностью, а тут уже после стояка идет уже конкретно агрессивность. Но да, можно так подумать? Можно. Вполне вероятно, что я даже угадал. Но даже если это так, то вот так вот в быту вот эти вот все вот эти вот палки, вот если, допустим, вот на этой бритве, я просто могу сам для себя сделать вывод, что я бреюсь на тройке, да, или на 3,5. Нормально? Нормально. Все ясно, все понятно. Даже на 3,75 я могу запомнить. Здесь как? Вот я бреюсь, допустим, да, вот она сейчас стоит до конца. Вот А+. Значит, я бреюсь на чем? Так, на медиуме, медиум со стояком, с палкой с вертикальной, медиум плюс, медиум стояк плюс 1. Блин, медиум поделенный на А. Ну, ребята, ну кому эта алгебра нужна во время бритья? Не то чтобы тут сложно запоминать, но просто, знаете, как-то вот глаз режет и не совсем понятно. И еще третья плюха, о которой я сразу же не сказал, так это вот смотрите, у нас сейчас закрученная стоит на А+, а теперь давайте попробуем кульбит с крышечкой сделать. Дыдыщ, переворачиваем, закручиваем. Упс, опа, нету никакого А, есть медиум плюс. Так, а может у нас на крышках что-то, какие-то метки есть, как эти крышки правильно ставить? Да нет же, нет ничего. Смотрите, какая ирония судьбы, нижняя плита с названием, ну казалось бы красиво, да, здорово. Средняя плита, которая тоже маркировка как бы и нафиг не нужна, но тем не менее ее здесь поставили. А на крышке, которую нужно ориентировать в строго определенном состоянии, иначе вот здесь будет компот, опять ничего не поставили. Увы и ах. Но не все так печально, потому что посмотрите, как она красиво отполирована, посмотрите, как здесь вот даже вот красиво вот так написано Sailor, плюс ко всему вот эти крылья, которые были у старшего брата, ушли гравировочкой, лазерная, все такая же мелкая, красивая, и это приятно. И самая большая приятная плюшка, которая здесь есть, это то, что, во-первых, теперь крышка не стреляет, ну, в смысле не летает, она спокойно открывается. И плюс ко всему, вы ее просто вот так вот поставили, видите, оба, и начинаем крутить, и она начинает закручиваться. Дыдыщ. Поддавливать уже не надо. Ну, судя по тому, что вот сейчас вот я еще пробежался, почитал, люди думают о этой бритве, на это исправлена еще одна оплошность старой предыдущей. Оказывается, сам я с этим не сталкивался, но люди говорят, что вот на эту бритву не все лезвия ставились. Что-то там мешало ей, приходилось ее запихивать, то ли вот эти средние пазы были не того калибра, то ли еще что-то, и лезвие приходилось поджимать. На эту же новую бритву все лезвия становится аккуратненько и хорошо. И вот так у нас выглядит верхняя крышка изнутри. Ну и опять же, уже свойственная Рокнеллу маленькая грава на крышечке. Так что, парни, здесь как все в жизни. Есть и пуд соли, есть и бочка варенья, все есть.
Ну и вот это, конечно, здорово, это все хорошо, но я не обратил внимания вот на эту тему старой бритвы. А есть ли она? Да, есть. То есть это касается, получается, обоих бритв. Но только если видите, старая бритва это вроде как локализовано. Здесь вот эти вот два отверстия, две щелки, которые вот здесь вот есть, они как бы подзакрывают, минимизируют, так сказать, попадание отходов бритвенной этой самой тематики, то здесь они как бы, да, тоже маленькие минимизируют, но вот мне чисто визуально кажется, что вот это вот расстояние там больше. Хотя, может быть, слепой не вижу нифига. Но то, что я вижу точно, что пружины-то здесь две, а жизненный опыт показывает, чем сложнее механизм, тем он быстрее выходит из строя. Я все это не к тому, что рано или поздно вот эта бритва навернется. Все рано или поздно навернется, и мы с вами тоже классы склеим. Но одна пружина это одна, а две это две. Вот я побрился, вот сюда вот все вот так вот, что-то там набежало, что-то там накапало. Ну, конечно, я промою все это под струей воды. Но как эффективно я промою? Смогу ли я там все правильно вымыть? И сколько влаги там останется после того, как я промою? Ну, вы можете сказать, Иванов, что ты придираешься, бритва нержавеющая. Все нормально, все хорошо. И если ты не будешь оставлять здесь лезвие, не будешь создавать гальваническую пару, то и хай с ним, и высохнет, и белый налет, и щетина перемелется, удобрение мука будет. Ну, может быть, может быть. Но я вот готов присоединиться к людям, которые говорят, что я хочу, чтобы мой инструмент был всегда чистый. Ну а здесь чистоты можно добиться, вот с моей точки зрения, только одним способом. Вот я, например, сейчас вот здесь на производстве видео стал снимать, да, мне не трудно. Я пошел, в конце концов, вот эту вот бритву взял, в ультразвуковую ванну запендюрил, поставил на минималочку, да, ну, допустим, там на 20% от мощности, ну, температурку-то градусов это 35, чтобы тут ничего не побелело, ничего, но химия начала заработать, и оставил на 10 минут, оно у меня будет блестеть, как у кота яйца, я этого не делал, но я могу это сделать. После того, как я все это вытащу, я, конечно, промою все это под водой, у меня рядом компрессор стоит, дуну, плюну, все повылетает, и будет оно у меня как новое. Но у многих людей у нас стоит такая мойка дома и компрессор на балконе. Я думаю, что нет. Ну вот такие какие-то мысли. А теперь же давайте, наверное, поставим, как уже по заведенной, рапиру. Почему рапиру, почему не другую? Ребят, ну мы на первой были на рапире, и я думаю, будет правильно, если мы, сравнивая эти две бритвы, будем это делать на одном и том же лезвии. И за одним посмотрим, как здесь у нас установка пошла. Так, попадем, не попадем с первого раза. Я не засекал, где какая сторона у крышки. Так, ну давайте вначале посмотрим, попал, не попал. Куда-то я попал. Вот смотрите, теперь у меня вот так вот стоит. Вот. Теперь эмочка, медиум, медиум стояк, медиум плюс стояк, медиум поделенный на агрессив. Ой, стояки. Ладно, давайте посмотрим, как у нас лезвие выглядит. А давайте я вам даже покрупнее сделаю. Когда еще на бритву за 700 баксов будет возможность посмотреть? Так, вначале регулировочку я вам покажу. Вот, сейчас так пошли. Дынь. Ну, ход равномерный, я скажу. Ну, почти. Почему-то кажется, что вот эта сторона чуть... Ну, это может и освещение. И давайте посмотрим, что у нас тут есть. Я как-то тайгу нахваливал и говорю, что вот там тайга, у него габ до 3 миллиметров, да-да-дам. Парни выходят и говорят, а что у тебя тайга? Ну, вон, смотри, Merkur Progress и другие регулируемые бритвы, Fusion. Померил я и Merkur Progress, и Fusion, и все остальные. Так вот, если вы дадите одобрямс на сравнение всех, которые у меня сейчас есть, регулируемых бритв, я их все вытащу и вот там по гапам и посмотрим. Так вот, Merkur Progress далеко не лидер, а лидер совсем другая бритва. Вот, ребята, такой бритвой мы сегодня побреемся. А что за мыло у нас будет, спросите вы, а я вам отвечу. Давно-давно, в стародавние времена, когда еще скандинавские народы жили под покровительством Одина на своих островах, более чем 300
по большей части диких, незаселенных. Вот в те времена там завелись такие вот очень интересные люди, которые потом впоследствии стали называться норвежцы. Так вот, на одном из таких островов под фамилией, под названием Фитьяр люди до сих пор живут. Как Google перевод переводит, у них даже там литейный завод есть, на котором они со всей своей норвежской настырностью льют свое норвежское мыло. Маленькими партиями, может быть, от этого, скорее всего, в первую очередь зависит цена на это мыло, потому что если в Англии его пуляют где-то по 25 фунтов стерлингов, то если пойдете там на какие-то ресурсы, то там до 50 баксов доходит. Мыло веганское, кокосовые дела, то есть все 5-10. Я вначале пытался найти его состав, и, честно сказать, вот именно это мыло исландское, вот видите, Фидер Исланд, они его уже не выпускают. Крем, да, есть, а вот такого мыла уже нет. И я думаю, ну ладно, пацанам вот так вот покажу. А потом, как оказалось, что состав у них нифига не изменился. Поэтому вот кроме вот этого состава, который я вам сейчас показал, я вам сейчас тут еще где-нибудь приведу на все остальные мыла. Так вот, ребята, несмотря на совершенно космическую стоимость этого мыла, оно хорошее. Как-то пяткой в лоб бить и кричать, что это самое лучшее мыло на свете, потому что оно стоит 25 фунтов стерлингов или 50 баксов, я бы не стал. Но мыло на самом деле неплохое. Оно когда-то уже давно было у нас на обзоре. Я его почему вытащил-то? Потому что это талбетка. Так вот, эту талбетку очень большое желание поставить сегодня вот в эту чашу. Мыло уже слегка подзатвердело, но оно все еще не каменюка. Поэтому вот смотрите, что мы можем сделать. Так вот, тырц. Так, для тех, кто не понял фокуса, показываю еще раз. Вот смотрите, берем вот эту вот чашу. Там вот эти вот все пупырышечки. Это можно приспособить так, чтобы мыло тырц, а сюда мы наливаем воды и какие-нибудь помаз, так чтобы так раз намочил и работаешь. Ну какой-нибудь, конечно, маленький. Именно это объясняет сегодня то, что под последним видео там один из ребят, сейчас скажу, мистер Роч, вышел и говорит, что-то это, по мазку, говорит, досталось. Помазок-то гуд. Мистер Роч, вы меня не поняли. Помазок настолько гуд, что я его даже практически люблю, потому что вот эта вот HD набитая голова, да, на самом деле она дает очень большой кайф. Я все, что сказал в прошлом обзоре, сказал с одной единственной целью и умыслом. Чтобы люди не подумали, что я его нахваливаю так, что сейчас вот просто бегите, последние трусы снимайте, покупайте. Не надо никуда бежать, повторю еще раз. Просто когда настанет время подумать о том, что-то вот такое роскошное взять, вот тогда можно об этом думать. А то, что этот помаз, несомненно, роскошный, ну, в данном случае узел тоже, ну, для меня это не требует никаких доказательств, потому что я бреюсь им уже не один раз, и я от него чисто в восторге. Это силиконовые наконечники. Да, потом, в том же комментарии, где вот мистер Роч выступал, там вот еще парень вышел и спрашивал за манжурца. Да, несомненно, будут еще и манжурцы. Куда они нафиг денутся? И сильвертип тоже будет, ребята, но все это потом. Потому что у нас сегодня маленькая чаша. А ой, как хочется ее попробовать, а сюда только маленький помазок. Именно поэтому я решил сегодня остановиться на кабанчике, вот который с этой недели начнет уже у нас появляться в магазине, ну то есть уже появится. И давно мечтал о хорошем кабане с хорошей ручкой. Хороших кабанов, да, они есть. Но вот с такой ручкой, что прям такого, значит, выше среднего такого, я, честно сказать, не совсем, да, я вообще не видел. Если кто-нибудь видел кабанов вот такой, ручкой, ребята, киньте ссылкой, очень интересно посмотреть. Я думаю, что у нас все получилось. Так вот именно так. Сегодня будем бриться. Ну а заполироваться я решил сильно не выеживаться и продлить себе праздник, потому что сегодня будет Эпсилон. А Эпсилон я всегда любил и любить буду. Да, это не замена синего Флойда, да, это шикарный лосьон, да, его не нужно ни с чем сравнивать, да, он хорош сам по себе, да, можно его любить, можно не любить, но лично мне он нравится очень. За что же? Вот сейчас на сухую не буду вам рассказывать, а вот в конце, когда будем полироваться, какая-нибудь ассоциация башку прострелит, и пока еще она там будет летать, выпутываться, чтобы улететь совсем, я думаю, что успею вам хоть что-то рассказать. А сейчас я могу сказать, что вот такие вот маленькие пузырявочки в мужском выборе, да, есть точно, и 100 мл, и 400. Но по той цене, которую я там увидел, ну что-то мне 400 понравился больше, всяко разно. Но за 100 хорош, но по 400 прям вообще там хорошо, вообще здорово. Все, ребята, на этом все, пошли бриться.
Так, парни, пока не начали бриться, хотел бы еще сказать о двух вещах, которые я упустил на крупном плане, но которые важны, и я хотел бы о них сказать. Первое, самое важное, то, что новый Rocknall, он изменился не только внешне, не только в тех местах, про которые мы с вами уже поговорили, но еще и разгоповка у него увеличилась. Если старый Rocknall, старый, он был от 0,7 до 1,35, по-моему, да, что я там намерил? Да, 1,35 миллиметра, то новый уже от 0,7 до 2,5 миллиметров. Так что миллиметр-то он себе прибавил. Это первое. Следующее. Поправка. Разбирается старый, новый не разбирается. Это со слов Дмитрича. Только что с ним переговорил, он говорит: Вадим, да ты что, говорит, вот если вот этот, говорит, разобрать, взять у него, говорит, винт с попы вытащить и вон туда вовнутрь заглянуть, так, где тут, вот так вот будет правильно, то там глубоко внутри будет гайка. Ну, не совсем гайка, короче, пластина под шлиц. Да, я посмотрел, на самом деле там под шлиц есть. Так вот, если эту шлицовую гайку выкрутить, он, говорит, на все свои составляющие 10 частей и разойдется. Я этого делать не буду. Дмитрич мне не запрещал, но я все равно делать не буду, потому что вещь не моя. Но вы знаете, что старый образца 2018 года разобрать можно. Как разобрать новый? Дмитрич говорит, что нельзя. Кто-то из вас в комментариях говорит, что можно. Поэтому точного суждения какого-то вынести не могу. Тут полагаюсь на вашу информацию. Если кто-то в курсе, если есть у кого-то инсайдерская информация, что он разбирается, ребята, скажите как. Ну, хотя бы люди будут знать. И, пожалуй, не менее важное, то, о чем я не сказал на крупном плане, а сказать хотелось бы, это тот кожаный чехол, с которым приехал вот этот вот новый Rocknall. А что же в нем такого интересного, что стоит сказать? Ребята, помимо очевидного, то, что это хорошая кожа, качественная работа, посмотрите, как шовчики все сделаны, подогнаны, как все проколото, как все сделано замечательно. А так это еще и мысль, смекалка русского человека. Потому что первый раз, когда я его вытаскивал, я думал, ну как так, вот непонятно, вот ставил я его, что там, как закрывать, здесь все продавливается. Ребята, это если мозги не включать. Да, не буду спорить, есть люди, которые делают для дураков, чтобы даже дурак сообразил, как это делать. Но есть и другие люди, по большей части все мастера такие, которые делают для людей. Так вот, если не включать дурака, а включать мозг, то все элементарно просто. Вы когда вытаскиваете, вот этот язычок прям снаружи торчит. Это говорит о чем? О том, что вот эта вот штука, она специально создана для того, чтобы вытягивать. Так вот, вставлять нужно точно так же. И если делать так, то смотрите, что получается. Мы просто вставляем, вот. И когда мы это сделали, у нас вот этот язычок, вот видите, он торчит ровно в такой степени, чтобы сверху прикрыть и закрыть бритву. Ну, на всякий случай, хотя тут уже есть чем прикрывать. Так вот, в этом месте он тогда получается на ребре, гайка, не гайка, а заклепка, там защищена, заклеена специальным материалом, и тогда застегнуть не составляет никакого труда. Я все это показываю с одной единственной целью, показать, насколько замечательные мастера у нас есть на Руси. Как у них смекалка работает, не только руки золотые, но еще и мозги работают. Вот. Так что в очередной раз, когда встретитесь с чем-то, что вам непонятно, подумайте, постарайтесь прикинуть на себя, как мастер думал. Возможно, то, что вы к чему придете, вас поразит и покажется просто классным. Вам это понравится, вы будете этим с удовольствием пользоваться. Вот этот чехол прямое тому подтверждение. Чехол делал мастер. Вот прям респект и уважуха, вот прям был бы человек рядом, я бы ему руку пожал, молодец, просто классно. Так, все, давайте, ну и вытаскивается, сами видели, да, тырц, аккуратненько вытащил, ни единого шанса у бритвы быть поцарапанной, ни единого, в полном сохране, на 100%, вот, это работа мастера. Ну, тут, конечно, вот, я вот, блин, Дмитрич мне башку оторвет, мздру содрал. Нет, муздра с другой стороны. Извиняюсь. Так, все, компресс. Хорошо. Так, хлопцы, пошли, что покажу. Мне пока нравится. Правда, я уже и нашел недостатки, но тем не менее. Смотрите, видно? Да, видно, вот смотрите. Короче, вот в этой чаше там не было отверстий внизу, они нужны. Объясню почему.
Так вот здесь вот все, что сейчас есть, оно там и останется. А если бы там были отверстия, достаточно было бы налить воду сюда, и там бы уже пошло, и уже бы чуть-чуть подкисало, и давало бы дополнительный оборот. Но тут еще надо подумать, возможно, я ошибаюсь. Помазочек у нас вот так замачивался, особо ничего нет такого сложного. Сейчас вот сюда еще маленечко этой жижки выдавлю, и все, и поехали взбивать. Так как я это делаю на столе, ну, мне удобно использовать вот такое положение. Как бы это делал человек, ну, вы знаете, с налитой здесь водой держать в руке, ну, я бы не стал. Вы ее раскултыхаете, разболтаете, зачем это надо. Скорее всего, тоже нужно делать в стоячем положении, тогда вопросов никаких нет. Кабанчик с успехом генерирует пену из островного мыла, из Норвегии, с острова Хайяр, да? Хаджар, Хайяр, по-моему. Вообще, я вот эту историю, честно сказать, не понял. 300 островов, Норвегия, эти дикие какие-то скалистые берега. Ну, понятно, что тут такой какой-то рекламный момент все-таки присутствует, что там мы такие все загадочные. Там. Знаете, как моду показывают, все такие со отстраненными, возвышенными, там в другой вселенной лицами где-то ходят. Я вот это никогда не понимал. Да ты выйди за угол, улыбнись, люди перед тобой, радость неси. Ну, может, у них там мода в моде такая. Так, с водой явно переборщил, потому что смотрите, что у нас творится. Кто-то у нас тут выделывается, то ли мыло, то ли я дурак, то ли помазок слишком сильно фигачит. Давайте, знаете, сейчас что сделаем? Ну, сейчас вот уже из чаши полезет, блин, воды много дал, надо было меньше. Ну и ладно, давайте этим будем пользоваться. На лице я лишнюю влагу удалю и постараюсь. Вот ты мой сладкий, все-таки один выделил. Блин. Помазок как-то пахнет интересно, травянистым чем-то. Это не мыло. Странно. Ну, это ж кабан. Ну, если пах псиной, ну ладно. Но тут не псина, что-то травяное такое интересное. Почему у нас будут эти кабаны? Почему я остановился? Да что ты, блин, ну это жидкая пена. Вот сейчас вот так вот и будет капать, и все. Хорошо, сейчас мою ширинку никто не видит. Сказал, Владимир Викторович, чем вы там занимаетесь на обзоре? Дело в том, что он очень сильно отличается от всего того, что есть в Европе. Ну, а я других-то, честно сказать, и не пробовал, только европейские. И когда я первый раз с ним столкнулся, ну вот сколько там, 4 варианта было, вот этот вот единственный я выбрал. Ребята, ну что ты, трухался весь как парчуган, блин. Ну разве так делается, Иванов? Тут же люди кругом, ну ты чё? Не обращайте внимания. И я был удивлен. Потому что он упруже, он плотнее, он эластичнее. При всем при том без перегибов, не ставит человека в позицию, не заставляет его продавливать, прилагать какие-то усилия, чтобы поломать хребет. Якобы здесь хребта нет, здесь есть один большой узел. То есть вот он всей массой работает, нет какого-то посередине вот этого вот одного инструмента, который торчит и вам всю малину обсирает. Нет, это вот он и все. Вот им он и работает. Хотите, кистью работаете, хотите, расплющить его можете, хотите, как хотите. Вот, ну короче, вот достаточно вам будет просто попробовать самому, и вы поймете, о чем я говорю. Потому что это очень сильно отличается от всех симогов, от всех омег и прочих. Это хорошие помазки, и симоги, и омеги. Я не говорю, что они плохие, этот хорош. Я говорю, что этот очень сильно отличается от них. Очень сильно. Если даже взять моего любимчика, ну, допустим, омегу, вот этот коротыша, уважаю, этот упружи. Если взять 1098, или сколько там вот этот вот здоровущий, который вот с черным этим меч джедая, хороший, уважаю, но там больше стояка.
там просто бум-бум, массив очень большой. За симогов, за маленьких говорить вообще не стану, потому что ну, они по сравнению с этим мочало. Они не таковым не являются, они не мочало, но по сравнению с этим они мягче. То есть тут уже есть вариативность, тут уже каждый человек сам выбирает для себя. То есть этот упругий, но не до беспредела. Упругий, но деликатно. И все позволяет делать разумно. То есть вот сбалансированность, вот что привлекает. Ух ты, Господи, пока я вам тут зубы заговаривал, смотрите уже какую густющую мне субстанцию на лице развел. Мать честная. Не, ну, мужики с острова знают, что делают, Хадьяр. Да нам, в принципе, по барабану. У нас сегодня такая бритва, что мы всю эту броню продаем на раз-два. Так. Хотя, конечно, вот это вот не свойственно для меня, я такие вещи не люблю. Давайте посмотрим, что мы сейчас с вами сделаем. Так, у нас, видно, да? У нас сейчас стоит на М медиум. И, ребята, извините меня, я тут в горячах там про какие-то стояки, про всякую фигню там наговорил. Ну, понятно, что рисочки есть везде. Вот стояк вот вертикальный и практически на любой бритве. Ну, просто буквы вот эти вот с панталыку сбивают. Ну, сделай ты цифры по-человечески, по-божески. Вот это М, А. Ну ладно, что, будем привыкать. Так, итак, поехали. Ну, давайте М плюс до стояка, наверное, поставим, да? Вот стояк сразу после М плюс, рисочка сразу после М плюс. Понятия не имею, что это значит. Но учитывая, кстати, чтобы вы знали, вот смотрите, у нас сейчас до конца выкручено, и здесь гап от 0,7 до 2,5 мм, и все это делается за один оборот. Потому что, вот смотрите, кручу. Вот доходим до черточка А плюс, точка М. Это мы вернулись в то самое положение, с которого начали. А теперь смотрите, оба, М черточка, М плюс и агрессив еще держится. Агрессив плюс, что, 2 полных оборота, что ли? Да, и только после этого вышел с зацепа. Ну, значит, здесь резьба где-то стоит не такая уж и крутая, где-то в пределах миллиметра. Да, если он 1,2 мм поднимает за 2 оборота, значит резьба где-то в пределах 0,8, 0,7, что-то типа такого. Да, ладно, нормально. Так, ставим на медиум рисочка после М+. Греем бритву. Что бы это значило? А ты на какой агрессивности на сейлоре на своем бреешься? М плюс рисочка или рисочка после М плюс. Вот так вот я тебе скажу, а ты как хочешь, так и понимай. Поехали, чай не зарежет. Так, ну-ка, камешек, выручи меня, пожалуйста. Звук нравится. Так. Ить. Ладно. Ну, пока неплохо. Пока неплохо. Пена настолько насыщенная, что с трудом отстает от бритвы. Так, а давайте, знаете что, пока шкура целая, гулять так гулять. Вот сейчас вот у нас стоит риска после М+, МА, это я так понимаю, что какая-то золотая середина, потом первый агрессив. Так, и агрессив, палка после агрессива, потом А+, вот точка после А+, и М. Это мы с вами сделали один полный оборот. Посмотрим, что он нам покажет. Ну, в принципе, пока терпимо. А теперь давайте, пока хоть чуть-чуть осталось, я попробую выгнать его на максималку, на которой он способен. И так,
загоняем его обратно на М. М есть, Ж не хватает, было бы МЖ. М прогоняем полностью снова на М. И еще раз полностью прогоняем и ставим его снова на М. Дальше у нас М+, то есть полный абзац. Ну вот на 2 оборота сейчас выгоним и посмотрим, что будет. Не, ребят, это уже не то. Лезвие начинает вибрировать, начинает закусывать, заедать. То есть полное ощущение, что в габ, который там уже вот такая дырень, начинает попадать шкура. И несмотря на то, что я блюз-то все-таки от крышки, не от гапа, вот такие какие-то ощущения. То есть еще чуть-чуть и будет пробуксовка. Я этого не хочу. Поэтому возвращаемся обратно. И ставим комфортный для себя после М, М плюс М и А. Пускай будет МА, да? Ну, пусть МА, МА, М, М. Ну вот как-то так. На Эми вроде нормально, вроде хорошо. Несколько расстроили забугорные обзорщики, которым выслали тайгу на обзор. Ну вот это уже новую. Я не привереда, не подумайте. Но когда тебе дают, допустим, какую-то машину, ну там спорткар, там Бентли, грузовик Мерседес или еще что-то, ну у которого там, допустим, 35 передач, да, ну у грузовика точно 35 наберется. Так вот, и человека подходит, говорит, вот смотри, какой красавец. Хочешь попробовать? Да ты чё, конь? Да вообще. Ну и ваше ощущение, когда человек садится в кабину, включает на вторую скорость и всю дорогу вау, вау, на второй скорости. У грузовика 35, а он вау на второй, вау. Блин, я даже не знаю, что говорить. Слов нет, нет слов. Так. Эмма у нас уже была. Давайте, наверное, поставим Эмма с палкой. Ну, в смысле, с черточкой после МА. И нанесем пену. Того, что есть в узле, более достаточно. Один волос уже упал из этого узла. Так, еще водички. Как можно понять возможности инструмента, у которого настолько высокая вариативность, гоняя его на одной позиции? Ну, те слова, которые звучат в ответ, типа, вот я вот привык на двоечке. Ну ладно, хорошо, ты привык. Так зачем обзор тогда делать? Тогда не делай обзоры. Ты все проверь, насколько ты возможно, в принципе. По своим ощущениям, почувствуй, прогони через себя, скажи людям об этом. Это так, это эдак. Не в том смысле, что я хочу кого-то научить, как жить и как вести. Нет. В том смысле, что я этого просто не понимаю. Так, ну поехали. Второй проход. Ну вот я думаю, что Эмма с палкой вот самое вот это вот оно.
Совершенно никаких ощущений от того, что было на 2 полных оборота. На 2 полных оборотах лезвие вибрировало, было не камильфо серьезное. Я грешным делом подумал, что сейчас выкручу на 2 оборота и смогу в режиме шаветки, просто, знаете, так, ну, от крышечки и пробежаться. Не вышло, не получилось. Почему? Не пойму. Уже отвечал как-то в комментариях, когда ребята говорили там, а вот там, Вадим Викторович, как ты посоветуешь, вот если на Роквелле бриться, допустим, я все снял там на 4, на 5, на 6, потом решил заполировать на 2, там на последний проход. Ребята, я знаю, что так бреются, знаю, но я, честно сказать, этого тоже не понимаю. Причина проста. Просто в ванночке промываться не хочет категорически подлюка. Почему, не знаю. Так. Ну вот чуть-чуть все-таки остается, конечно. Ну, не принципиально, я думаю, под краном с водой все бы это промылось. Потому что вы же последний проход проходите, а если вы на минималку выгнали, обратите внимание, мы за все время даже вот еще не коснулись туда. Я предлагаю сейчас, да давайте, наверное, вот это вот все соберем. Почему ему там оставаться, да? Сливки беда. Сейчас все штаны, блин, там в районе причинных мест белого цвета, как будто вернулся откуда-то непонятно. Вот сейчас не домой идти. Иванова вопросы будет задавать, надо придумать, что ответить. Вы когда последний проход снимаете, вам вот эта минимальная агрессивность, как бы она вред не сослужила, потому что те небольшие коцки, которые остаются на последнем проходе, вы их зачищаете. А как же вы будете зачищать, если вы это делаете наименее эффективным инструментом? То есть 4, 5 на Роквелле, да, на любой бритве высокая агрессивность, это высокая эффективность, а минимальная, ну чтобы кожу не поранить, да, я это понимаю, но к щетине какое это имеет отношение? Вы тяжело ее будете снимать, для того, чтобы вам ее все-таки снять этой 2, нужно хорошо натягивать кожу, и то не факт, что еще получится. Поэтому вот как на последнем брились, вот мне кажется, зачищать вот на таком и нужно. Так логично с моей точки зрения. Но у всех все по-разному. Так, поехали. Блин, какое же оно густющее получилось. Просто пипец какое густое. То есть получается мыло влагу любит, да, но и быстро его теряет. Сейчас на коже чувствую жжение. То есть эпидермис мы с вами все-таки потревожили. Сейчас на циферблате стоит палка после Эммы. То есть Эмма с черточкой. Я даже не знаю, агрессивно это или нет. Может, это не очень агрессивно.
Нечего подбревать, прикиньте, да? Ну вот здесь вот разве что. Но это мои обычные варианты. Вот так вот. Вот так вот. Ну вот, пожалуй, что и все. На этом компресс и автошейв. Хорошо. Посмотрел маленько точки всякие разные. Непонятные. Ну, с другой стороны, что же непонятно это? Бритва агрессивная. Тем более, мы с вами тут маленько поэкспериментировали. Слегонца. Жжение на коже, да, чувствую. Скорее всего, лосьон подтвердит мои опасения. Ну, таким лосьоном мне жалко. Ой, бабоньки. Как в том анекдоте, помните, да? Ну, давай, родной, унеси мою душу в рай. Стыковка произошла. Вначале Флойд от Урмаса хотел взять синий, а потом на Эпсилон посмотрел. Ну, наверное, сыграло то, что Флойд Урмас пузырявочку такую непрезентабельную отлил. Но это для себя. На следующий раз, наверное, не глядя, все-таки его возьму. Эпсилон. Понимаете, в чем петрушка? Вот в этом лосьоне есть то, чего нет во многих, и почему-то люди об этом не говорят. Была пора, помешались на синем Флойде, сам лично, каюсь, ребята, принимал в этом участие, как бы не с меня-то и началось, дифирамбы тут пел по всем весям. Ну тогда было легко петь, потому что его везде было навалом, каждый это мог проверить, взять, попробовать, пощупать, и стоил-то он копейки. И потом вот эта вот непонятная история случилась, что он закончился. Но очень важный момент, други мои, на который я вас попросил бы обратить внимание, что-то на очко капля попала. Опа, на линзу. Не будь синего Флойда и появись вот это, все дифирамбы заслуженно достали бы. Что ты будешь делать? Именно Эпсилону бы. У него есть для этого все. У него есть нормальный товарный вид, у него есть нормальный кошерный цвет, который, конечно, сделан под синий Флойд, но тем не менее он нормально смотрится. Это всего лишь пищевой краситель, какой-то там марки, тра-та-там, это не проблема. Но запах, это ни разу не Флойд, но это прекрасный, замечательный, чудесный запах. Терпкий, веселый, немного летний. Я его как-то раз Шипровым обозвал, так меня тут тапками закидали. Ну, ребята, ну, конечно, это не Шипровая группа. Но в нем есть что-то такое от ностальжи, понимаете? Вот от старого доброго, вот от 60-х, от 70-х, когда и трава была зеленее, и солнце светило лучше, и когда люди чаще улыбались, и не было никаких вот этих вот заморочек там, простите, а вы кто? Вы мужчина, женщина или трансгендер 8-го там какого-то уровня? И как вам можно обращаться там? Это, вы высочайшее преподобие какой там личности? Все было проще, понятнее. Я не говорю про ту революцию, которую хиппи там устраивали, там курили травку и трахали все, что шевелится. Нет. Я говорю, в принципе, атмосфера на Земле была проще, мне кажется, чище. Да, конечно, во все времена гадости хватает, но общее состояние было какое-то вот такое. Я каждый раз вот как вот вспоминаю вот себя маленьким, это именно вот конец 60-х, начало 70-х, у меня почему-то вот такое в голове. Может быть, я ошибаюсь. Но все самое хорошее у меня связано именно с той порой. Начиная от того, как дедушка мой буденовку у себя над кроватью держал, это мне мама рассказывала, и заканчивая эскимо за 11 копеек. Вот что-то есть в нем такое. В нем больше барбаршаповского, на мой взгляд, чем в Флойде. В Флойде больше такого, что-то такого плещущего, адриатически игривого, ну, порой даже, может быть, так непристойно серьезного, что-то такое. Как это может быть, не знаю, но ощущения такие. А здесь больше
от барбершапа что-то все-таки есть. Это хорошая штука, хорошая. Ну и прибавьте к тому, что его на сегодняшний день достать-то гораздо проще, чем Флойд. Если, допустим, за рубежом, но я не знаю, как сейчас с доставкой, а если вот, допустим, у нас в России, но я точно знаю, что в мужском материке вот такая пузырявочка 100-граммовая стоит 1000. Но тут на любителя, ребят, смотрите. Потому что 400 миллилитров стоит там 2 косаря, по-моему, или 2,5. Ну, то есть, сами понимаете, да? То есть я бы всяко равно пол-литра взял. Ну, в смысле 400 миллилитров. И надолго бы хватило. У меня сколько? Ну, Флойд простоял, там было уже, наверное, где-то ну, миллилитров 100. И вот он что-то там стал уже какие-то признаки чего-то подавать. Я его там быстро разлил по пацанам, раздал, да и все. Ну, чтобы вообще не, сами понимаете. Поэтому вещь, однозначно вещь. У кого еще нет и кто думает что-то из лосьона в себе взять, вот тем посвящается. У кого там все затарено, срочно бежать тариться, ну, не знаю, смотрите сами. Но если кто-то любит что-то такое манящее, вот, знаете, вот каждый раз картинка почему-то приходит от этого, вот, от красного мыла итальянского, где там дед себя вот с чела пеной уфигачил, и вот он сидит такой довольный, щерится. Вот такое доброе что-то, Дедушка Мороз. Вот что-то вот такое вот от него идет. Вот теплое, хорошее, барбершаповское. Мне нравится и всегда будет нравиться. Хорошая штука. Мыло Фиджар. Фиджар по-нашему, Фитер по-ихнему. Как ни крути, но мыло хорошее. Хорошее. Я запаха его не понял. Там как такового его сильно-то и не было. Он какой-то нейтральный. Вот если бы туда какую-то запаховую вбили бы, для меня это было бы еще гораздо более интересно. Во всем остальном до мыла докопаться не до чего. Совершенно. Пенообразование 5, скольжение 5, внешний вид пены 5, потом сама вот эта вот текстура, которую ты по лицу гоняешь 5. Работать с ним удобно, неудобно. Чуточку сложнее, нежели с другими, потому что чувствительно к воде. А вначале оно все такое фривольно игривое, тут все брызжет во все стороны, все стремится вам на ширинку накапать, а потом бумс и стояком, как цемент, стало вот такое. Видели, что оно на лице показывало? Куда же что-то подевалось? Только что же в разные стороны, а тут раз и все. То есть вот тут надо баланс контролировать. Если вы этому научитесь, мыло вас обрадует, ребята. Потому что скольжение, что-то песня. Замечательно, просто хорошо. Чаша. Чаша мне понравилась также, но я думаю, что нужно будет сделать некоторые доработки. Потому что, если взять вот это вот место, не каждый помазок сюда войдет, а я хочу, чтобы каждый. Если взять вот это место, сейчас тут под вопросом, делать там отверстие или нет в дондышке, чтобы когда вы наливаете сюда, чтобы выходило там, или все это приподнять, а отверстие там есть, когда вы наливаете сюда, оно все уходило там, ну как у прародителей, как у шотландцев, да? Вот что-то вот типа такого. Возможно, здесь вместе с увеличением вот этого вот места еще и носик какой-нибудь такой, чтобы помазочек можно было положить, хотя зачем это надо, если его можно поставить. И когда стоит, это всегда хорошо, я уже говорил. Так вот, чаша понравилась, расцветка тоже. И там Петрович хоть и говорил что-то про эмаль, что вот там вот это плохое, хорошее. Вот, я не знаю, я не специалист в этом, но то, что я вижу, я тут ничего плохого не вижу, совершенно. И в принципе там Петрович что так грамотно все так по полочкам разложил. Но насколько это для меня как потребителя может иметь значение, если у меня глаз радуется, а вот специалист говорит, что вот, тут ты радуйся, но вот. Вот это я не совсем понял. Но это мы еще поговорим с этим парнем. Я думаю, что второе место в Сибири он занял не случайно. Он что-то в этом шарит, соображает. И я думаю, что лучший вариант мы для всего этого-то и выберем. Чаша зачет. Что у нас? Станок остался. Станок простой и непростой. Давайте, наверное, в чем он простой. Сцепление великолепное. Держится вот так вот, просто здрасте, его даже голова никогда не будет болеть. А вот там у меня будет скалить. Не будет. Ни при каких условиях. Даже если ты на грудь примешь из бадуна куда-нибудь, такое ощущение, что изолентой руку примотали. Перчатка геккона. Вот так вот. То есть на эту тему вопросов ноль. Ну то есть вот пофигу, мороз совершенно. Драный, сраный, мокрый, в пене, оно держится, оно хорошо. Тут Мурат Уста, красавчик, конечно, отработал. Вот эта часть вызывала у меня сомнения, будет ли крутиться. Странно оно крутится. Ну и руки у меня так, чтобы, знаете, несмотря на то, что тут вокруг все пеной уляпал, но руки, на удивление, оставались без пены.
Думаю, с пеной у меня этот номер бы не прошел. Ну а пока руки были нормальные, то и крутилось нормально, в принципе-то. Некоторые затруднения вызвали вот клинопись, которая вот здесь вот стоит. М, А, точка, штришок, тарам-тарам, тарам-тарам. С цифрами ориентироваться проще и удобнее. И в общении с оппонентом, другом, ну, я не знаю, напарником по диалогу было бы проще объяснить, на какой агрессивности ты брился. Сейчас же, допустим, если ваша любимая позиция МА плюс на втором обороте, так и придется говорить МА плюс на втором обороте. Ну, МА, все сложно, все сложно. Непонятно мне. Ну, как выбрал, так выбрал. Ну, лично для меня не самый идеальный вариант. Промывка. Промывка, в принципе, ну, четверочку. Ну, не просто промывать. Здесь благодаря тому, что вот это вот все так расположено, что, вот смотрите, вот это вот поперечина идет, и пенооттоки только здесь. Вы когда вот так вот делаете, вода бьет вот в боковину, и она туда как-то так не заходит. То есть, по идее, чтобы его хорошо промыть, его нужно не вот так делать, а вот так делать. Ну, так, конечно, привычней, но не совсем как-то это. Обычно с бритвами так не делают. Ну, что вот так вот, ну, я не знаю. Это не то. Ну, а по поводу того, что вот там вовнутрь залезть, ребят, ну губкой обыкновенная, сейчас я его помыл спокойно, да и все. Правда, я потом компрессором продул, это да, но мне проще, у меня компрессор стоит. Чем вы будете продувать? Ну, наверняка чем-то продуваете. Тут, ну, в принципе-то, груша может быть даже вот такая вот какая-то, да? И все. Извиняюсь. Ну, можно что-то придумать, но то, что это нужно будет сделать, ну, это, конечно, несомненно, потому что бритва-то поднимается очень даже прилично, на 2,5 мм, и та щель, которая здесь образовывается, несомненно, туда что-то будет попадать. Просто пена с щетиной, что-то еще, что-то еще. То есть вам нужно будет озаботиться на эту тему. Что еще из хорошего, из не очень? Ну, из хорошего, то, что побрил, ну, это, давайте, это, из не очень. На втором круге он для меня совершенно неэффективен. Ну, то есть, он, неправильно сказал, на втором круге он для меня совершенно ничего не значит. Ну, то есть, я не могу там бриться. Там уже лезвие начинает для меня быть неустойчивым, вибрировать. И, в принципе-то, я догадываюсь, почему. Потому что, ну, я не знаю, сейчас так вот увидите, не увидите. Здесь вот эта вот средняя часть, она слишком далеко от края. И вот этот рычаг, вот этот угол, вот это колено, оно все-таки начинает, наверное, все-таки играть свою роль. Лично в моем случае. Для кого-то это может быть и не так. Я попробовал его открутить на 2 оборота и в режиме шаветов снять от крышки, не пролезло. На тайге это возможно. Люди уже проверили. Так что для меня остается только первый круг. То есть чисто субъективно где-то от 0,7 до 1,5, как на старой тайге. Ой, как на старой сейлоре. Поэтому для меня это, конечно, печальная новость. А побрил хорошо. Побрил хорошо, и мне кажется, даже еще и получше, как бы не старичок. Я не думаю, что там меняли геометрию, потому что хоть люди часто и говорят, что вот там у этого такой гап, у этого такой гап. Ребята, мерить бритву гапами, это в корне неверно. Я повторял это уже не один раз и думаю, что еще придется повторить. Но почему-то люди не слышат. Гап на Роквеле, гап на Меркури Прогрессе, гап на Сейлоре, гап на Тайге, гап на Старте, гап на Калибре, гап на Мамбе, гап на Вольфмане. Там везде есть гапы. Но их нельзя мерить гапами. Потому что есть бритвы, которые на одном и том же гапе бреют по-разному. Пример уголька совсем недавний. Там 0,8 гап, но бритва как идет 2 плитами, средняя и агрессивная. Понимаете, в чем вопрос? То есть в конфигурации, в смысле в самом брите, вот то, что дает бритва, принимает слишком много параметров. Это все размеры, все без исключения размеры крышки, наружные и внутренние, размеры плиты, все размеры без исключения, наружные и внутренние, и ширина, и высота, и прочее, прочее, прочее. Все это формирует угол реза, все это формирует положение станка, при котором бритва работает эффективно, все это формирует вылет лезвия, какой он будет, отрицательный, положительный или нулевой. То есть вот это все вместе и дает то самое,
бритье, которое вы получаете от той или иной бритвы. Здесь же, вот в моем понимании, вся полностью геометрия этой бритвы скомпонована так, что разгоповка свыше 1,5 мм лично для меня перестает играть значение. От 0,7 до 1,5 мм гапа я его воспринимаю как хорошую бритву, бреет нормально, и я могу найти там для себя позиции, при которых я буду чувствовать себя великолепно. Несмотря на массивность головы, которая во второй версии увеличилась, все равно все еще продолжаю бриться нормально в носогубной, и мне это не мешает. Но для меня лично функционал этой бритвы урезан в половину, потому что после 1,5 мм я ее не могу на себя пустить. Но мне кирдык будет. Смысл после 1,5 на втором обороте ей бриться, если мне уже дискомфортно. Правильно ребята там в комментариях написали, не стоит агрессивностью увлекаться. Вот этот разбег от 0,7 до 2,5 дает просто вам понимание того, что у этой бритвы есть определенный баланс, определенный диапазон, в котором она может показывать себя. Но кроме вот этого диапазона от 0,7 до 2,5 у нее еще геометрия. Так вот в моем случае геометрия этой бритвы ограничивает тот диапазон, который заложен гапами. Не помогает, не работает вместе. То есть геометрия этой бритвы мельче, чем возможности в гапах. Гап у них на 2,5, а геометрия для меня после 1,5 мм уже пропадает. Вот это печально. Вот это плохо для меня. Ну а в общем и целом, еще не понял, зачем вот этот крыш здесь, вот этот аппендикс. Что он тут играет такую роль? Если это был в качестве указателя, могли просто краской нарисовать или лазерную гравировку сделать, а так вот целую железку вставили, не пожалели железа. В общем и целом бритва интересная, но покупать бы ее за такие деньги, ребят, я бы, наверное, не стал. Но это тоже должны понимать, что это фетиш. Вот дорогие бритвы, там 200, 300, 400, 500, 600, 700, $1000, $1500. Сейчас вот титановая версия Вульфмана на вторичном рынке, если выскакивает, то ниже полторашки ее не найдете. Это все фетиш. Это не обязательное условие для того, чтобы вы побрились великолепно. Если вы купили бритву за $1000, она не будет вас брить на $1000. Это всего лишь предмет исключительности. Это вот вы такой, вы можете потратить $1000 и купить себе этот предмет и купить новые эмоции, новые ощущения, новое что-то там, новое настроение. Побаловать, грубо говоря, себя. А просто побриться, можно пойти пластиковую рапиру за 150 рублей взять и побриться. Можно пойти какой-то, я не знаю, там Паркер вариант или еще что-то взять за 1000, за 1500, тоже бриться. Это все всем этим бриться. То есть тут нужно понимать, если вы видите какую-то бритву, которая стоит $500, дорого, дорого. Для кого дорого? Для тебя? Может быть, да. Но ты же не один на свете. Вот, допустим, Вася Пупкин вышел и сказал дорого. Вася Пупкин, весь мир не состоит из Вась Пупкиных. Много людей живут в этом мире. Для тебя дорого. Ладно, я понял. Но для кого-то это нормально. А для кого-то, может даже еще и дешево. Так что тут многогранность. А вот здесь вот $700. Маленькие партии. Что он там по 50, по 100 штук делает? Возможно, это. Я не знаю, что еще можно сказать. В своих глазах я не знаю. Несомненно, бритва, конечно, брить может. И вот прямое тому подтверждение. Я сегодня выигрался великолепно, чудесно. Но цену я обсуждать не готов, ребят. Просто реально не готов. Я понимаю, когда за титан просят там $500-700. Вот это я понимаю. Потому что титан это титан. Титан, он как улучшайзер. Я не знаю, что происходит такое, но если в бритве хоть что-то есть хорошее, то точно такая же версия, но из титана. Она все это хорошее поднимает на более высокие позиции. Она улучшает еще эту бритву. Она делает ее еще круче. Я до сих пор не могу забыть, опять же, спасибо хорошему человеку, который прислал титан, Timeless 095. Я офигел. Это бритва с большой буквы для меня лично. Потому что побрила так, что прям как перышком. Вот когда за титан просят такие деньги, я понимаю.
Но за Нержу я не знаю, я не готов судить. Тут, видать, какие-то другие материи участвуют. Вот, как-то так. Ну, как уже говорил, это предмет фетиша. То есть это для людей, которые могут себе позволить. Стоит оно того, не стоит, оно того не нам с вами решать, потому что мы с вами такие вещи покупать точно не будем. У нас мозги несколько по-другому заточены, а несколько по-другому думают. А те люди, которые берут эти бритвы, они несколько иные. Это коллекционеры, это обеспеченные люди, это люди, увлеченные темой. И ему совершенно по барабану, что вот там это, а там то. Вот он собирает коллекцию, ему такая бритва нужна, и все. Вот такие люди тоже могут ее брать. Так что это другой мир. Нам с вами, порой непонятный, но другой, живущий по другим правилам. Что? Все, следующее бритье уже будет с тайгой, скорее всего начнем потихонечку, вначале будет нержавеющее, потом титановое, потом с каменьями, а может быть титановое и каменьями будет все сразу вместе. Если вы хотите внести какие-то корректировки, поправки, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и держите хвост пистолетом. Скоро весна, в кровь адреналин, как пошел баночками поиграл, там гантельки потягал, на улицу вышел, нюхнул, как там ландыши из-под земли. Ну, не всегда ландыши. Ну, очень часто хорошие из-под снега вылазят. И все, и как-то, знаешь, на душе так приподнимается, и, знаешь, по коже такие мелкие-мелкие мурашки. Сейчас думаешь, вот из-за этого угла, как выскочит, как выпрыгнет, и как ёкнет, и все сначала. И кровь заиграла. Ух, весна, люблю весну. Осень тоже люблю. Ну все, пока-пока. Зубы все заговорили, все, до следующей встречи.